Всем привет! Сегодня у нас видео о виброшумоизоляции заднего ряда сидений, то есть пола, скажем так, пола в ногах пассажиров. Попробуем. Первым делом нужно поднять, зафиксировать сиденье, то есть одно, второе. Дальше мы убираем коврики и будем снимать вот эти вот пластиковые накладки с двух сторон. Дальше мы изымаем вот эти клипсы, вот это все тоже убираем. Убираем, значит, вот эту вот среднюю часть пластика, открутим ремень, снимем вот эту часть, чтобы у нас был здесь доступ, это обязательно. По поводу снятия сидений мы посмотрим уже по факту, когда мы коврик отсюда вот так вот закатаем и посмотрим, хватит у нас тут пространства для того, чтобы хорошо прикатать вибру, приклеить шумку. Так, значит, убрали один коврик, дальше сдергиваем вот эту накладку, просто ее хватаем рукой и тащим по направлению вперед, либо вот так вот по диагонали, то есть чтобы она вот так вот у нас выходила. Ставится она в обратном порядке, то есть она вот сюда защелкивается между вот этими вот двумя металлическими пластинами. Оп. Все, вот здесь она держится. Сами кронштейны, сами вот эту конструкцию, она нам не мешает, ее снимать не нужно. Сейчас будем убирать клипсы. Сейчас я возьму антивандальный съемник. Все, сняли клипсы. Клипсы здесь самые обычные, такие же, как у нас используются в багажнике. Все, дальше, значит, дергаем резинку. И снимаем среднюю накладку. Да, вот здесь вот она на клипсе, надо не забыть ее поставить на место. Здесь она у нас держала, значит, опять же, клипса, которая осталась на обивке, и вот это вот место клипса, который у нас вот здесь. Все, в принципе, вот здесь у нас все это дело свободно. Сейчас мы освободим левую сторону точно так же и будем закатывать ковер и смотреть, насколько нам хватит пространства, если мы не будем отвинчивать сиденье. Еще развесил все за и против, пришел к однозначному выводу, что все-таки среднюю накладку снимать надо, если мы хотим, грубо говоря, вот по месту шва, вот в этом углу, хорошенько прикатать материал, чтобы у нас туда не попадала влага. То есть лениться не надо, надо снимать среднюю накладку. Откручиваем ремень ключом на 14, высвобождаем резину, потому что она цепляется за резину в некоторых местах, и отщелкиваем. В середине она держится такой вот клипсой. Да, клипса всего лишь одна. Дальше она держится вот тут в районе резины и внизу за соседствующие пластиковые детали. Сейчас то же самое проверну со второй стороны и подниму ковер и посмотрим все-таки, что делать с сиденьями, либо ничего не делать. Итак, то, что мы видим, называется «День перестает быть томным». И не иначе. Примерил, значит, я по
длине листа шумки. Ну, то есть у меня взят один лист, еще половину у меня остаточек. И если мы его разрежем ровно пополам, чтобы у нас материал помещался одним листом. И получается, что материал где-то заканчивается вот в этом районе. Следовательно, пришлось снять центральную консоль. Как снимать центральную консоль, я оставлю ссылку на видео в описании. Соответственно, здесь и впереди откручиваем 4 болта, на которых держится сиденье. Правое, левое. И просто по полу их волочим вперед. То есть они вот у меня максимально прислонены. Одно к рулю, другое к панели. Все, теперь пол нам доступен для поднятия, для, так скажем, более качественного поднятия. Вот таким вот образом. Как-то надо придумать, чтобы его зафиксировать, чтобы он не падал. И вот практически весь пол, по крайней мере, по те границы, куда у нас могут залезть снежные, мокрые или грязные ноги пассажира, мы залепим точно. Под сиденьями, в принципе, я этого делать особо не планировал. То есть до каких пор хватит материала, так мы и сделаем. Таким вот образом, ремнями пропустив через подголовник, и вот здесь вот, связав узлом, я зафиксировал полик справа и слева. Все, теперь у нас максимально все поднято под наши потребности. То есть этого нам как раз хватит с лихвой. Поэтому сейчас будем потихоньку все обезжиривать бензином калоша и прикатывать вибру. Вот такой у нас предварительный результат. То есть виброчку, трешку, расход материала и типы материала я, конечно, укажу, как всегда, в описании. Об этом я постоянно напоминаю, чтобы вам было удобнее рассчитывать материал, потому что я беру материал, измерив автомобиль по рулетке от и до. По факту, оказывается, материала нужно меньше из-за конструктивных особенностей. Поэтому я вам напишу точные данные, чтобы вы покупали материал только нужное количество. Итак, значит, сейчас закатаем центральный тоннель, и остатки материала у нас будут. Обязательно закатаем вот эти вот швы, чтобы там не ржавело и так далее. То есть небольшой тут бордюрчик сделаем с нахлестом на этот материал. И дальше посмотрим. Остатки, соответственно, у нас пойдут сюда и вот сюда. То есть вот здесь вот арки, это очень важно. На арке надо обязательно. Вот такой промежуточный результат у нас к данному часу. Та сторона правая еще не доклеена. Левая у нас доклеена. Обязательно арочку побольше, помассивнее. Все, сейчас я кладу лист СТП. Сейчас вот здесь вот сделаю разметочку, вырежу, и вот так вот он у нас наклеится. Вот так вот у нас разместились пока предварительно 2 листа STP шумо-теплоизоляции. И вот у меня еще осталось полкуска. Сейчас ее буду лепить на середину, и что останется на арке. Если материала мне не хватит, когда я буду проклеивать места передних пассажиров, я просто отогну вот здесь вот коврик и сюда доклею то, что мне не хватит. Здесь я сейчас перекрою все по максимуму, чтобы к этому вопросу мне не возвращаться. То есть, чтобы не снимать вот это все заново. Если что не хватит, оставлю вот здесь. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Как я уже и говорил, материал у меня
закончился. То есть вот здесь вот у нас все залеплено, пол, я имею в виду. То, что у меня было из остатков, я умышленно поклеил преимущественно на одну арку, чтобы мне к этой арке потом не возвращаться. То есть когда у меня появится избыток материала от работы с ногами передних людей, я этот материал возьму и проклею вот на ту арку. Все, то есть мне надо будет вскрыть только с одной стороны. Вот. Ну, может быть, если будет избыток, то я что-нибудь еще сюда прикапаю. Ну, в общем, так-то арка закончится. Вот, на что хотел обратить ваше внимание. То есть у нас перекрыто все сплошняком виброй. Вот по какой причине. Ну, это мои личные причины. Это изоляция днища от воды, от воздуха и так далее. Ну, то есть антикоррозийная, как я называю, ванна. То есть все проклеено по максимуму так, что вода, снег, грязь с ног пассажиров будет скапливаться вот в этой ванне. Вот, но здесь у нас есть вот такой неприятный сюрприз, который нам всю эту ванну портит. То есть у нас все может стекать сюда. Хотя не забываем, что у нас еще вот здесь эта штука, если жидкости будет немного, то она просто впитается в обивку. Вот, и тем не менее, то есть так как у нас ванна нарушена, чтобы у нас там сверху не лежало, мое решение, как всегда, одно: в любой непонятной ситуации просто забрызгивай все антикором. Все, и сейчас мы то же самое провернем со второй штуковиной. И все, у нас здесь все полностью зашумлено, и будем считать, что проантикорено.